Диана Анкудинова. Реакция. Кони привередливые. Ребята, всем привет! С вами, как всегда, Орлеанна. Ну что ж, ребята, сегодня я снова решила записать реакцию на песню в исполнении Дианы Анкудиновой. Почему выбрала именно «Кони привередливые»? Потому что эту песню вы также уже много раз в комментариях меня попросили посмотреть. И вот, наконец-таки, я добралась до этой песни потрясающей Владимира Высоцкого. Не представляю даже, как Диана ее будет сейчас исполнять. Это очень интересно. Буду просто слушать и, как всегда, реагировать. Все, что будет приходить ко мне в голову, я, конечно же, буду со всем с этим с вами делиться. А если ты еще не подписан на мой канал, то срочно нажимай на красную кнопку внизу. Погнали смотреть? Первый раз вообще, когда я пою в микрофон, кони привередливые. То я прыгну над пропастью по самому по краю. Я коней своих нагайкою стигаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю. Чую с недым восторгом, пропадаю, час. Не хочется вообще, честно говоря, останавливать. Я прямо с разрывом сердца это делаю, чтобы вам прокомментировать все, что услышала. Я всегда вот поражаюсь тому, как у Дианы сильно отличается ее речевой голос от голоса вокального, певческого. Это понятное дело, что она использует манеру, да, она как бы искусственно чуть-чуть звук как бы заглубляет, чтобы он у нее был такой широкий, опористый на грудной резонатор. Это у нее очень гармонично получается. В принципе, даже когда она разговаривает, тоже в голосе слышно вот этот вот ее низкий обертон, но все равно вокальный и речевой очень сильно отличаются. Это, конечно, поразительно. Буду дальше смотреть и анализировать, может, какие-то мысли мне по этому поводу придут. Вы как-то знаете, я сейчас даже выразить не знаю, как это состояние, когда ты начинаешь слушать, то тебя так это затягивает, что тебе сложно просто вот остановиться. Вот я сейчас с разрывом сердца останавливала видео, чтобы вам сказать. И еще мне очень, знаете, что сейчас напомнила у Дианы? Как будто бы она сейчас поет джазовую балладу. То есть вроде бы эта песня Владимира Семеновича Высоцкого, но эта песня джазовая баллада при этом. У Высоцкого она звучит как его авторская песня, она не звучит как джаз, а у Дианы почему-то она звучит как джаз. Круто. Кстати, вот хотела по поводу того сказать, что как джазовая баллада, естественно, джаз этот проявляется в вокале, да, музыкально тут джаза нету. Авторская песня с характерными русскими музыкальными оборотами, не джазовыми, естественно. Именно в голосе слышится вот этот вот такой вот джазовый подход, да. Ну и, соответственно, очень душевно, как обычно это Диана делает, полностью погружается в песню и проживает от начала и до конца, не скрывая никаких абсолютно эмоций своих. Ну что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успеть, не допеть, не успеть. Я коней напою, я куплет допою, хоть немного еще. Да постою. Прекрасно, просто прекрасно. Учится ли она уже в этот момент в ГИТИСе? Напишите, кстати, ребята, в комментариях, будет это мне тоже очень полезно знать. Потому что здесь именно актерская работа, да. Эта же песня, она сама по себе не вокальная. Тут нету сложных мелодий, каких-то скачков, большого диапазона. Где-то были интонации, да, чуть-чуть напомнила прям Высоцкого. Несмотря на то, что у нее есть вот этот вот вокал, вот эта мощь, она при этом соблюдает
жанр. Она не вокализирует то, что не нужно вокализировать, хотя другие вокалисты могли бы это распевать. Если бы это вокалисты распевали, то, соответственно, вот эта эмоция, вот эта правдивость, она не передается, да. То есть вот за счет того, что Диана проживает, не показывая свой голос, это намного больше цепляет, чем если бы Диана просто пела эту песню. Песня гениальная. Сгину я, меня пушинкой, ураган светится надо мне, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, ой, впередите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту, чуть помедленнее кони. Как она круто, очень круто она все это переживает. Ну, это вообще, это просто нереальный какой-то диапазон эмоций, да, диапазон красок. Это, ну, я не знаю, я так вообще даже не представляю, как можно петь Высоцкого. Я просто вот, ну, я не представляю реально, как это возможно. Ну, надо быть Высоцким, чтобы это петь. А у Дианы это потрясающе получается. Кстати, ребята, еще, если знаете других тоже классных исполнителей этой песни, которые перепели Высоцкого, напишите в комментариях, может быть, вам еще нравится исполнение этой песни, да, не только у Дианы, но еще у других исполнителей. Для меня это космос петь Высоцкого. И я еще, знаете, о чем сейчас подумала? Как хорошо, что Диана поступила именно в ГИТИС. Мне кажется, ГИТИС — это именно то, что ей нужно. Это действительно вот ее среда. Там она еще больше раскроет свой актерский потенциал, будет не только в песнях классно, актерски все переживать, но я думаю, что у нее откроется замечательный путь и в кино, и в театр после того, как она закончит ГИТИС. Поэтому это прекрасно, что она не поступила там в эстрадно-джазовый колледж, а поступила сразу же в ГИТИС. Ну, учитывая, что ГИТИС — это высшее учебное заведение, тем более. Поэтому все, что не делается, ребята, все к лучшему, как обычно. Помедленнее тугую и слушайте, на что-то кони мне попались, ой, да привередливые жить. Не успеть, не допеть, не успеть, я коней напою, я куплет допою. Немного еще. Да быстрее. То есть это совершенно другой подход к струнам души зрителя или слушателя. Это совершенно иной подход, совершенно через другой инструмент. Но тоже пропадают просто слова, даже не знаю, что сказать. Это вообще... Такое ощущение, что она прям вот вселяется в артиста и становится просто им. Да, со своим аппаратом, со своей внешностью, со своим голосом, но становится просто тем артистом. Потому что это исполнение, ну, оно вот, ну, нисколько не хуже, чем оригинал. Ну, вот нисколько. Я уже много раз поражалась тому, что многие песни Диана перепевает лучше, чем оригинал. Но я не говорю, конечно, что это лучше, чем Владимир Семенович Высоцкий, потому что все-таки талант его как бы неприкосновенен. Вот. Но Диана тоже это по-своему шикарно, гениально исполняет. И она использует очень оправданно прием вот это рычание, да. Вот, кстати, в прошлом видео я тоже про это говорила, как раз там песня была, ну, там песня была на английском, она использовала активно. И вот здесь этот прием тоже очень подходит. Не успели. В гости к Богу не бывает опоздания. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? И ветер колокольчик весь зашелся от рыданий. Вот сейчас здесь остановлю, чтобы прокомментировать. Видите, после того очень энергичного куплета по динамике прям произошел провал. Да, провал, он специальный, он оправданный,
чтобы почувствовать вот этот контраст между сильной эмоцией и сильной, но слишком сдержанной. Когда мы идем постоянно только растем, то ну, зритель, он тоже не железный, нужно дать возможность эмоциям, психике отдохнуть от этого напряжения, потому что все равно так или иначе слушание музыки, особенно такой сильной музыки, это напряжение психическое. Вот. И иногда нужно дать и как раз вот это вот по динамике провал, он дает возможность нам выдохнуть так. Ох, хорошо, да. Послушаем, о чем там еще, да, вот такая эмоция. А сейчас, скорее всего, будет снова резкий нахлыст такой, да, нахлёст, снова эмоциональный подъем. Давайте посмотрим. Скорее всего, так и будет. И я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее, конь, чуть помедленнее. Вот, кстати, потрясающе сейчас схватила. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Заметьте, как она чуть помедленнее кони поет с таким прямо надрывом на форте, да, то есть на громком звуке, и чуть помедленнее делает контраст на пиано. Это вот очень важный момент, чтобы не было повторной динамики, чтобы не было одинакового ничего. Это, кстати, тоже особое искусство — уметь две одинаковые фразы чуть помедленнее спеть совершенно по-другому, различно. Вы тугую и слушать, блять. Ну что на коне мне попали? Ой, да привередливые. И дожить, не успеть мне допеть, не успеть. Я коней напою, я куплет допою. Хоть немного еще, да постою на краю. Посмотрите, какая была сейчас, у меня даже у самой наворачиваются слезы на глаза после этого. Посмотрите, какая сейчас была наполненная пауза. Когда она допела «Да постою», и понятно было, что все, это конец песни, но эта пауза настолько наполненная, что вот ты прямо не оторвешься. Что дальше будет, да? Видите, эмоции Дианочку захлестнули. Ну, потому что она действительно вселяется, можно сказать, в песню. Она переживает все до самой глубины души, до самого тонкого чувства, до самой дальней струны, можно сказать, доходит. Ох, шикарно. Какая она умница. Это так потрясающе, что у нас есть Диана. Просто невероятно. Я вообще в шоке, ребята. Я не знаю, как можно вообще, в принципе, петь Высоцкого. Я не представляю. Но Диана вот сейчас вот проиллюстрировала, как это можно. В заключение она еще сказала несколько слов о том, что в нее, ее окружение не верила в том, что она сможет эту песню исполнить, что она еще как бы до нее не доросла. Но при этом посмотрите, что получилось. Просто невозможно не сказать, просто невозможно, наоборот, сказать, что она до нее не доросла. Абсолютно доросла. Мне первый раз, наверное, на реакциях так произошло, что прямо вот был момент, когда накатилась слеза. То есть она когда сама заплакала в конце, и у меня вот прямо вот в этот же момент, когда вот в эту паузу просто накатило. Диана, спасибо огромное. Я очень рада, что у нас в России есть такая потрясающая, замечательная умница, певица, молоденькая такая, но уже с такой глубиной, с таким правильным посылом, с такой правильной миссией. Я желаю Дианочке еще больших успехов, как всегда, не останавливаться, преодолевать
все возможные трудности. Главное не останавливаться. Не забывайте подписываться на канал и напишите в комментариях также, какую песню еще Дианы Анкудиновой вы хотели бы послушать. Я знаю, что вы мне уже очень много песен написали. Я их потихонечку буду смотреть и записывать реакции. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях, ведь это поможет моему каналу развиваться, и я буду еще с большей радостью и с запалом делать для вас реакции. Все, с вами, как всегда, ваш преподаватель вокала Орлеана. Не прощаюсь, ребята, ведь мы еще увидимся.